На примере стеклянных банок вы увидите различные техники декора. Банку обезжириваем ацетоном или спиртом. Окрашиваю акриловой краской. Нож следует держать под углом к пламени так, чтобы свеча начала коптить. Из салфетки делаю декупаж. Финишный слой лака обязателен. Такую технику создания художественного фона можно использовать в шкатулках, например. На таком фоне хорошо смотрится декупаж, роспись или трафаретный декор. Вырезаем из самоклейки простые шаблоны. Используем готовые наклейки. Окрашиваю акриловой краской. Добавляем еще цвета тампонирующими движениями. Снежинки из соленого теста. Когда полностью высохнет, аккуратно снимаем наклейки. Эта техника также может работать с тканью и подходит для работы с детьми. Покрываем акриловым лаком. Такая банка в подарок может также служить светильником. Обезжиренную ацетоном банку оклеиваю тонкой бумагой. Окрашиваю акриловой краской. Вытираю увлажненной салфеткой. Приклеиваю фрагменты салфетки на воду. Вода растянет салфетку и поможет создать композицию. Теперь, если нравится результат, приклеиваем на клей ПВА, разведенный водой. Приступаю к созданию фактур. Для этой работы я выбрала трафареты с цветами. На трафарет накладываю шпаклевку. Из фоамирана вырезаю дыроколом бабочек. Окрашиваю бабочек акриловой краской. На основном мотиве есть цветы голубого и фиолетового цвета, поэтому выбрала эти цвета. Приклеиваю кружево. Патинирую зеленой патиной рельефные поверхности и немного всю банку.
Выделяю фактуру сливочным цветом. Бабочек приклеила на клей момент кристалл. Мокрой зубной щеткой делаю мелкий наброск. Кое-где на рельефных поверхностях добавляю металлизированный воск. Крышку наращиваю при помощи плотного картона и гофрокартона. Высота крышки 3,5 см. Вырезаю полоску тонкого картона из коробки от корнфлекса. Усиливаю полоской ткани. Оклеиваю тонкой бумагой в 2 слоя. Окрашиваю акриловыми красками. По краю наношу патину, которую можно заменить акриловой краской, разведенной водой. Покрываю акриловым лаком. В смешанной технике можно декорировать любые предметы: ключницы, шкатулки, панно. Спитые чайные пакетики, проглаженную утюгом, нарезаем и обжигаем, используя влажное полотенце. Обезжиренную банку окрашиваю акриловой краской. Приклеиваю на клей ПВА, разведенный водой. Покрываю акриловым лаком. Силуэт старинного замка или стен и башен старого города можно найти в интернете. Я использую открытку с силуэтом Иерусалима. Обвожу силуэт капиллярной ручкой. В случае обычной распечатки силуэт перенесите на банку с помощью копирки. Использую акриловую краску, обвожу контур снаружи. Лаковое покрытие позволит стереть краску, если что-то пойдет не так. Окрасила в 2 слоя. Крышка из картона точно такая же, как и в предыдущем сюжете. На канале множество идей по декору из чайного пакетика. Ссылку оставлю в верхнем прикрепленном комментарии. Покрываю акриловым лаком. Панно в этой же самой технике. Если это видео было полезным, напишите, поставьте лайк,
подпишитесь. На канале есть множество интересных техник.